Хотите бесплатно мир исколесить, да так, чтобы вам за отели, еду и проезд оплатили? Еще бы. Хотите пожить в международной среде и узнать кучу всего нового? Конечно. Познакомиться с крутыми активными ребятами. Учиться в университете за границей бесплатно, так еще и стипендию за это получать. Ну, допустим. А может, вам всегда хотелось помогать другим и стать волонтером? Еще бы. Ну так вот же оно. Самое сокровенное сокровище. Erasmus+. Сокровенное сокровище. Просто богиня тавтологии. Я как человек, который очень дешево и даже бесплатно путешествует, просто не могу об этом не рассказать. Оказалось, что многие из моего окружения удивляются при словах Erasmus, Еврокомиссия или даже EVS. А ведь это программа, которая открыла для меня прекрасных людей, новые перспективы, и даже на саму себя я стала смотреть с другой стороны. Минутка Википедии. Erasmus – это некоммерческая программа Европейского Союза, направленная на поддержку образования, профессионального обучения, молодежи и спорта. Основная цель программы – это повышение качества образования в Европе, развитие мобильности и культурных связей молодежи европейских и соседних с Евросоюзом стран. Чтобы вы понимали, насколько все серьезно, то посмотрите на вот эту вот цифру. Именно такой бюджет заложили в Erasmus на 2021-2027 года. Почему вообще эта программа так называется? Потому что жил как-то еще в 15 веке в Нидерландах философ Эразм Роттердамский, который для того, чтобы расширить свой кругозор и получить новые знания, жил и работал во многих местах Европы. Отсюда и принцип программы. Вот это, кстати, я кручусь на мосту того самого Эразма в Роттердаме в Нидерландах. Кстати, город очень крутой, вам на заметочку. Кто может принять участие в этих программах? В основном все проекты рассчитаны на молодых людей от 18 до 30 лет. Но бывают исключения. Erasmus – это такое вообще соборное название множества разных проектов. Я расскажу о самых популярных, где мне самой удалось поучаствовать. Erasmus Plus Youth in Action. Это молодежные обмены и тренинговые курсы. Молодежные обмены больше похожи на международные лагеря, только намного круче. Обычно они рассчитаны на тех, кто еще не имел опыта с Erasmus'ом, не такие узкоспециализированные, как тренинг-курсы, и как бы готовят платформу для будущих проектов. Мое первое знакомство с Erasmus Plus было в 2017-м, когда меня выбрали для участия в молодежном обмене в Латвии. Нас было 24 человека из 8 стран. Проект был о методах донесения информации с помощью кино. Нас учили, как снимать видео, как писать сценарии, а в конце мы поделились на группы и сняли короткие ролики на соцтематику. На самом деле, съемки видео – это то, о чем я мечтала очень долго. И также долго я выбирала проект, на который хотела бы поехать. Так что в тот момент все звезды на небе сошлись, и спустя столько лет я продолжаю воплощать свою мечту в жизнь. Кстати, этот проект был на русском языке, хотя такое встречается довольно редко. В основном рабочий язык английский. Но мне повезло и во второй раз, когда я нашла проект в Эстонии, в Таллине. Проект был о социальном предпринимательстве, и в этот раз нас было целых 50 человек из 8 стран. Мы познакомились с успехами в трудоустройстве людей с особыми потребностями. Было очень круто, что абсолютно каждый из нас был вовлечен, и все активности были направлены на то, чтобы сблизить нас друг с другом, несмотря на то, что люди были с абсолютно разными бэкграундами. А потом был третий проект. Так я впервые побывала в Турции и влюбилась в эту страну. Это был проект о создании и пользе общественных некоммерческих организаций. На проекте было 33 человека из 10 стран. И в тот раз я представляла Болгарию. Как так получилось? Я приняла участие во втором виде проекта в Erasmus'а, и это был студенческий обмен. Я училась в Польше и на втором курсе решила поучаствовать в конкурсе. Скажу сразу, документов нужно заполнить очень много. Для начала нужно собрать документы на конкурс в своем университете, потому что количество мест ограничено. Большую роль играет средний балл, а также участие в других проектах и конкурсах. У каждого университета есть свои универы-партнеры в других странах. Среди них я и выбирала. На проекте вам выделяются стипендии в зависимости от страны, куда вы собираетесь поехать. Я решила выбрать недорогую страну, чтобы этой стипендии точно хватило, поэтому выбрала Болгарию. После того отправила документы в университет в Софию, они мою кандидатуру одобрили, после чего было еще несколько документов, оформление на визу, ну и сама учеба. Я поехала с подругой, и поэтому мне было проще в плане адаптации.
Мы сначала поселились в общежитии от университета, но потом нашли отдельную маленькую квартирку. Предметы мы выбирали самостоятельно, подобные к тем, которые должны были быть в родном университете. Но далеко не все предметы сошлись, поэтому после обмена я сдала 8 экзаменов в Болгарии, после чего приехала в Польшу и сдала еще столько же. А в целом это отличный опыт, который я советую всем студентам. А наподобие студенческого обмена есть еще программа стажировок. После окончания университета я решила поучаствовать в еще одном виде проектов от Erasmus – EVS. Смысл в том, что вы становитесь волонтером. Вы едете в другую страну и волонтерите в организации от нескольких недель до года, в зависимости от проекта. Вам оплачивают билеты, предоставляют жилье, а также дают небольшое количество денег на карманные расходы. Я решила выбрать Турцию, так как эта страна меня заворожила, и в ней есть столько всего интересного, помимо пляжей и all-inclusive. После первого проекта совсем не хотелось уезжать из Турции, и я нашла второй проект, уже в столице, в Анкаре. В основном мы работали в офисе, писали блог о жизни волонтеров, распространяли информацию о Erasmus, устраивали презентации и вечера фильмов. Кроме того, есть еще Erasmus Mundus. Это программа, которая помогает получить бесплатное обучение в магистратуре в европейских вузах. И еще один проект, который меня интересует, пригодится будущим предпринимателям. Это проект с моим самым нелюбимым английским словом Erasmus for Young Entrepreneurs. Если у вас есть идея для малого бизнеса, вы регистрируетесь на сайте, загружаете бизнес-план своей идеи, а после ищите компании, которые участвуют в этом проекте и работают в подобном секторе. После проекта вы получите сертификаты USPAS, где описаны все полученные компетенции. Кстати, когда я устраивалась на работу, на них правда обращали внимание. Как я подавалась на все эти проекты, следила за обновлениями отправляющих организаций, просматривала официальную страницу Erasmus и писала мотивационные письма. Я рассказала только о части проектов, которые есть у программы Erasmus. Если вы впервые услышали об этой программе, я надеюсь, что у вас будет возможность принять участие в одном из проектов. Поверьте, вы запомните это на всю вашу жизнь.